Происходят завоевания. Это грандиозное изменение. Физическая жизнь должна управляться Всевышним сознанием, а не ментальным миром. Это идет смена власти. Это трудно, это тяжело, это болезненно. Естественно, происходит ломка. Вот мы живем же в кризисный период эволюционного кризиса, болезненный период. Но какое счастье, что сегодня каждый искренне стремящийся обрести истину может это сделать. Вот сегодня очень тяжелое время для людей, которые несут в себе потенциально свет и готовы ему открыться, очень тяжелое время. Вас же не зря жизнь заставила что-то искать, помимо того, что вы имели. Да? Вот мне бы и нечего было искать по тем меркам, по советским. У меня было все. У меня все было интересное, только вот не было самой малости понимания того, почему я живу-то, для чего я живу, чтобы состариться и умереть. Вот эта малость была. А сегодня люди бегут от самой мысли о смерти. Кажется, что с кем-то вот несчастный случай произошел с соседом. Вот сосед умер, а я бессмертен. Знаете, какие-то несчастные случаи с кем-то происходят, умирают. Есть такое? Бывает вот такое ощущение. Вот не с нами, а вот с кем-то. И вот действительно, вот эта иллюзия. Сегодня люди бегут от самого слова смерть, от осознания того, что жизнь конечна, и все-таки надо как-то попытаться революционно победить вот это. Нет, убегают. В хобби, всякие развлечения, дурят друг друга, играют, смеются, в виртуальные компьютерные миры попадают. Вот где-то позавчера опять был случай расстрела студентов в колледже. Вот был где-то в Керчи он, да, повторился опять парень, сам застрелился, пострелял там, кого-то убил, поменьше, чем это в Керчи было. И сам застрелился, что это компьютерный наркоман, тот, для которого смерти не существует, нету. То есть в компьютерных мирах прям поубивал кого-то, перезапустил, опять все живы. Вы поняли? Что сама по себе смерть, она уже не давлеет над людьми. Люди как-то выскальзывают. Врачи помогут, там еще что-то. То есть смысл человеческого существования, он как-то размывается. Вот для чего вообще мы существуем? Непонятно. Получать удовольствие, естественно, но никто не мыслит о том, что за удовольствие надо платить всегда. За бездумное удовольствие приходится расплачиваться. Кармически расплачиваться. Хотелось, чтобы это как-то не забывалось. Нами во всяком случае. И действительно сегодня очень сложное время. Крайне болезненный переходный период от невежественного смертного состояния ментального к новой жизни супраментальной. И старый мир, он действительно полностью исчерпал себя. Старое ментальное сознание, оно в его интеллектуальном конечном варианте, оно достигло предела. Все. То есть за пределами интеллекта уже не мыслится ничего, хотя Кант говорил, вот там что-то должно быть. Вот там что-то должно быть, но а где там, как это там, куда, зачем и почему, об этом не говорится. И вот эта сила, супраментальная сила, готовит Землю и всех ее обитателей, все планы бытия до квантуму скачку эволюции. А это будет коренная ломка старого мира. Вот. И сегодня разрушительная мощь этой силы и подготовительные ее, операции в земном человечестве, они достаточно очевидны. Вот. Просто очевидно. И каждый человек сполна ощущает это на себе. На физическом плане ощущаете? На психологическом ощущаете? Только все списываете какие-то частности, да? Это не глобальный процесс, а только вас касается, и вы можете это преодолеть. Это глобальный процесс. Это стихия. Но стихия упорядоченная, она в русло божественное встроена, эта стихия. Но это стихия. Поэтому надо встроиться в этот процесс, правильно открыться той силе, которая готова нас переформировать в угодном ей, только ей направлении, не нам.